Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Бывалый Трейдер. Сегодня мы с вами будем торговать только цену, без каких-либо индикаторов. Будем торговать зеркальные уровни и уровни разворота, пин-бары, паттерны какие-то и так дальше. То есть в основном это подразумевается под терминологией Price Action. То есть мы будем торговать по Price Action. Я большой поклонник Price Action. В большинстве своем я торгую только по Price Action, то есть только цена. Налаживаю скользящие средние только для того, чтобы не смотреть постоянно на задний график, да, налево пролистывать его и куда именно сейчас движется тренд. То есть скользящие средние нам все показывают. То есть если пересечение, то есть у меня две скользящие средние с периодом 21 и 10. 21 это синяя, красная это период 10. То есть красная пересекает снизу вверх синюю. Это в принципе понятно, что в среднем какая-то тенденция разворачивается, то есть на повышение, да. Здесь буквально недавно, минут 20, был прекраснейший, то есть такой паттерн, да. Здесь, как мы видим, на 5 минутке, ну и на минутке здесь тоже был такой паттерн интересный. Пин-бар, интересный пин-бар в сочетании с уровнем. То есть здесь, в принципе, если бы я сидел за графиком, я бы, наверное, на этой свечке вошел примерно до 5 минут на понижение. При том, что видно прекрасно на минутке, это у меня минутный график, прекрасно видно на минутке, как рынок остановился и уперся в какой-то уровень, вот на этом моменте, да. Но я не вошел, так как я подготавливал свой рабочий стол к записи и не вошел. Но здесь могла быть прибыль, прекраснейший паттерн, интересный такой, но мы все равно движемся вверх. Это, в принципе, и по графику видно, что мы идем на пробой, видно по более большим таймфреймам, что у нас основной тренд это на повышение, то есть основной восходящий тренд. И вот в таких местах, да, в таких зонах, в принципе, если увидеть какой-то паттерн, можно входить на краткосрочные сделки, то есть до 5 минут, да, вот на таких таймфреймах. Сейчас мы с вами попробуем несколько сделок, и вы увидите, в принципе, несколько моих паттернов, сможете увидеть, как я торгую, то есть какие я уровни замечаю, на что я обращаю внимание и так дальше. Линии я никакие не строю, у меня уже за годы практики я уже вижу уровни на глаз, у меня есть сетка, да, и вот по этой сетке я в принципе вижу какую-то область, от которой можно отталкиваться. Сейчас тоже интересный момент, да, как мы видим, остановились, и на минутке также такой же паттерн, да, мы остановились, буквально закрылись, открылись, пошли вниз, и у нас нет никакого ни хвоста, ничего, мы прям уперлись в какую-то зону, и здесь прекрасно видно, что это уровень. Здесь видно, что мы остановились, то есть прекрасно видно, что мы остановились и не смогли пробить дальше. Очень сильный импульс от этого уровня у нас пошел вниз, и здесь мы также видим, что мы остановились. То есть примерно на следующей свечке мы сможем входить на понижение. Но здесь также мы видим, у нас был паттерн, мы также остановились на каком-то уровне, мы его пробили. На минутке прекрасно видно, как мы остановились, откатились, его пробили. И это также считается уже как зеркальный уровень, да. И вот возле этого зеркального уровня нам нужно будет смотреть, как цена себя поведет. Если цена не сможет его пробить на понижение, и здесь у нас образуется паттерн, да, нам нужно следить за ценой. Какой-то внутренний бар, ибо пин-бар интересный такой, да. Еще мы видим, скользящая средняя на минутке пересеклась снизу вверх, да, скользящая средняя 10 пересекла скользящую среднюю 21 снизу вверх. Здесь именно уже опасная такая зона на вход на понижение, да, но мы еще ничего не знаем. Нам нужно наблюдать за ценой и смотреть, как цена сейчас себя поведет. Потому что прекрасно видно отсюда, давка сюда не пускает, да. И прекрасно видно, что и здесь на минутке видно, что тоже какой-то уровень. На 5 минутке интересный паттерн, от него откатились очень сильно. И здесь у нас на минутке прекрасно видно именно основную точку остановки рынка. И здесь мы видим, как отрабатывает зеркальный уровень. Вот мы видим, тестировала минутка еще раз этот уровень и его не пробила. В принципе, она уже закрывается. И сейчас будет интересная возможность
войти. А пятиминутка нам показывает на продолжение движения вверх. Если эта пятиминутка закроется вот таким интереснейшим пин-баром, еще баром внутри, не вниз, не вверх, здесь нам минутка показывает, что вроде бы нужно идти на понижение, не пробиваем. Пятиминутка показывает, что еще не спеши, чувак, а то потеряешь бабки свои, да? Ну, давайте откроем платформу бинома, чтобы она у нас была открыта, чтобы было под рукой, и мы уже могли как-то быстро среагировать. Поставим время экспирации на 5 минут, будем торговать, давайте для начала возьмем $50 и будем наблюдать за ценой. Вот-вот, почему я держу открытой пятиминутку и минутку. Видим, минутка показывает, вроде остановились. Здесь показывала минутка, что нужно было входить на повышение. Также уровень зеркальный. И здесь пятиминутка показала нам отличнейший пин-бар на продолжение движения вверх. Сейчас немножко подождем. В принципе, у нас только открылось. Нам нужно этой свечой вернуться примерно сюда. И тогда у меня будет прекрасная возможность войти до закрытия этой свечки на повышение. Но пока что наблюдаем. Здесь, то есть, чтобы мне объяснить вам все паттерны, которые у меня есть, которые я выработал за свое время торговли, наверное, нужно будет записать штук 5 видео по минут 30. Потому что на этом участке их есть несколько, и на следующих участках есть множество сочетаний между собой, нескольких свечей, которые образуют такой паттерн. Просто нужно постоянно быть на разных участках рынка, чтобы вам все показать. Но я надеюсь, у нас времени много будет, и за время моей торговли, то есть за время записи моих видео, я вам смогу это все показать. Так, до завершения у нас... Сколько здесь? Так, 12.06, 3, нет, нужно 12.05. Так, в принципе, мы видим, как мы интересно уперлись в этот уровень. Он уже второй раз держит. И опять я пропустил возможность. Вот здесь я хотел войти, да, и опять я ее пропустил. Так. Я думаю, все-таки пятиминутка закроется зеленой. Если она закроется красной, это будет нам прекрасный сигнал на понижение. Видим, как минутка интересно на одном уровне открывалась и закрывалась, да? Вот одна закрылась, вторая открылась, закрылась. То есть закрылась, открылась, открылась. То есть видим 4 свечки минутки практически на одном уровне. Вот. Интересно, интересно. Так, давайте сделаем $100. Так, время экспирации у нас 12.09. Нет, нужно 12.10. Угу. Опять возвращаемся к этому уровню. Но не пробили. Не пробили. Вот, есть у нас уже 12.10. Я согласен, что здесь будет какая-то консолидация, да. Рынок остановится на этом участке, потому что это все-таки уровень, и у нас восходящий тренд, а как всегда при достижении какого-то уровня цена обычно делает консолидацию, то есть она останавливается, она может здесь еще походить некоторое время и потом аж уйти вниз. Здесь нету смысла что-то наблюдать. Так, сейчас этот уровень мы уже тестировали, я думаю, мы его пробьем. Вот где-то остановимся здесь, я думаю. На уровне 0.790. Но это всего лишь предположение, никто не знает, куда цена пойдет, да? Это всего лишь предположение. Ну, примерно вот на этом уровне, где очень сильно сближались скользящие средние. Вот на минутке мы видим отличный паттерн, да? Вроде бы на повышение. Опять мы сходили к этому уровню уже второй раз. Очень интересная у нас здесь ситуация, да. Еще есть такой фактор интересный, что при том, когда записываешь видео, то есть невозможно очень четко сконцентрироваться, да, именно на анализе. То есть лучше, когда просто записывается видео,
Ты сидишь, торгуешь, полностью погружен в торговлю, и потом уже комментировать отдельно свою торговлю. Ну вот, как я и предполагал. В принципе, мы сходим вот примерно сюда. Да, примерно в эту зону мы сходим. Здесь будет какая-то остановка, я думаю. Только чтобы эта пятиминутка одна не сходила к этому уровню и не вернулась обратно выше, да. Потому что и такое бывает. И не раз у меня такое бывало, что цена сходила к моим предположениям, да. И в это же время экспирации она вернулась обратно и ввела меня в минус. Но надеемся, что у нас все получится. В принципе, у нас еще депозита хватает подниматься дальше. При том, что у нас процент выплат 90%, можно и не сильно поднимать Мартингейл, да. Ну, бинарные опционы я больше предпочитаю по Мартингейлу. Кому как. Я могу и без Мартингейла поднимать депозит. Но я торгую без Мартингейла в таких случаях, когда, скажем, я пополняю $100. Это мои $100, кровно заработанные. И уже по ним я пытаюсь отбить эти $100. И когда я их отбиваю, тогда я уже торгую чисто Мартингейл. Уже тогда у меня нет, так скажем, такого задания сильного, чтобы не потерять деньги. У меня уже есть задание заработать. Ну вот, наша сделка вошла в плюс. Отлично. Ждем следующего сигнала. Пока что сигналов я не вижу. Вот мы сходили в эту зону к этому уровню. Не дошли к нему. Но если считать вот верхний хвост, да, то мы, в принципе, и сходили к нему. Но это такие точные касания уровня, да. Хвост и хвост. Такие точные касания уровня. Это скорее исключение из правил. Обычно уровень это какая-то зона. Ну, сейчас ждем дальше сигнал. Давайте, пока здесь нет никаких сигналов, я думаю, в ближайшие 5 минут сигналов никаких не будет. Входить здесь на понижение дело рисковое, потому что здесь уровень. Мы видим консолидацию цены. Мы видим, что здесь цена не могла пробиться выше. Скользящие средние очень сильно сблизились, но не пересеклись. Это действительно, ну, такой хороший уровень. Он краткосрочный, он не основной, он краткосрочный, но он хороший. В принципе, цена может его не пробить, а у нас так как 5 минут, лучше не рисковать. Лучше ждать какого-то паттерна, пин-бара и так дальше. Давайте пойдем ответим вам на несколько вопросов. Лучше комментировать. Это я спрашивал, комментировать мне видео или нет. Ну, я уже комментирую. Идем дальше. Привет. Привет. Друг, а ты можешь такого робота создать для Olymp Trade? Если не трудно, сделай, пожалуйста. Как сказать, не трудно, но и времени на это нет. Робота, которого я предоставляю, это... То есть я разрабатывал его для себя. Он еще в разработке. Я там... Множество у меня есть всяких идей и планов. Но для Olymp Trade я его делать не буду. Потому что если я его сделаю для Olymp Trade, там где я не торгую, это получится я потрачу свое драгоценное время. А оно для меня действительно драгоценно. Вы просто не сможете за этого робота заплатить. Если, то есть в принципе я думаю для более-менее хорошего программиста, знающий основы программирования JavaScript, он вполне сможет такого робота написать, и вы можете его в принципе и на фрилансе заказать. Покажите лучше ваши успехи на бинома. Не интересно людям, я так понимаю, когда я им предоставляю какие-то платформы, где я делаю теханализ и так дальше, людям не интересно. Если интересно, пишите в комментариях к тем видео, которые я выпускаю, что да, выпускать такие видео не часто, но периодически, чтобы мы знали, с чем ты работаешь и с чем ты имеешь дело. Я думаю, многим интересно, с чем я работаю, где я делаю теханализ, что я читаю, я постоянно читаю. Буквально с утра я даже проснулся, выпил кофе и сел читать какие-то новые темы на форумах и так дальше. То есть я постоянно учусь, постоянно добавляю в свою голову какую-то новую информацию. Покажи свои успехи на бинома. Ну вот мои успехи на бинома. То есть я не торговал,
долгое время. Я занят разными разработками, короче, ну, занимаюсь такими вещами отдельными, потому что трейдинг, он прекрасен и хорош, но он и, так скажем, в определенные моменты торговли надоедает. То есть просто уже голова не варит, у тебя уже забито все, и ты просто уже, ну, не понимаешь, как торговать, и в большинстве своем уже начинаешь входить в минус. Нужно давать отдых от одной профессии, переходить к другой, потом, когда та уже надоело, возвращаться к этой, и так, когда у тебя есть внутри интерес к этому. Когда нет интереса, ты просто насильно это делаешь, ничего получаться не будет. Уж поверьте мне, когда мне надоедает торговать, а бывает такое, не часто, но бывает, я перехожу к другим своим увлечениям, так скажем, хобби. У меня хобби еще другое, это программирование. Я там занимаюсь многими, что-то тестирую, что-то разрабатываю, какие-то новые фишки. Для бинома новую фишку придумал просто сейчас в разработке. Она налаживать поверх этого графика. График от TradingView. Вот этот график, который вы видите на экране сейчас. Налаживать вот эту область поверх этой области и делать ее наполовину прозрачной. Ну, в принципе, прозрачность можно будет регулировать. Это будет очень полезно, я думаю, если вы со мной согласны, комментарии открыты. Для тех людей, у которых один монитор, и им вот этот график на бинома, им, в принципе, его не хватает. Мне не хватает, скажем, вот эта графика, потому что когда я открываю, только открыл, да, график бинома, мы видим, что котировки дальше их просто нету. Не знаю почему они не подгружают историю котировок, но как мы видим, их просто нету. И эта информация, которая вот на этом участке, ее просто не хватает. А если налаживать вот этот график поверх этого, в этом же окне, на этой же платформе, и делать возможность скрывать его, открывать его, прозрачность ему делать, чтобы вы видели и этот. И здесь просто, когда у людей один монитор, здесь просто будет удобно пользоваться теханализом на этой платформе и делать сделки на этой платформе. На мое мнение, мне бы этого не хватало. Вот такой фишки мне бы не хватало с одним монитором, потому что постоянно переключаться, смотреть сюда, потом сюда, это как минимум назойливо, да. Поэтому, мне кажется, такая фишка будет весьма-весьма интересная. В принципе, напишите в комментариях, если вам будет неинтересно. Ну, я буду видеть по комментариям, если комментариев будет мало и так дальше, вам будет неинтересно, я, в принципе, вам такую фишку предоставлять не буду. Я ее сделаю для некоторых своих друзей. Итак, это можно закрыть. Давайте дальше. Голос на Масяне похож. Да, ребята, здесь я немножко ускорил видео, потому что мне показалось, оно было где-то 10 минут. Я там очень медленно рассказывал и так дальше. Мне показалось, это будет утомительно смотреть такое длительное время людям. Поэтому я решил его немножечко ускорить. А при ускорении голос меняется. Это было, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, воспринималось не очень серьезно, да. Вот как сейчас вы слушаете меня, в принципе, мое мнение, что вот такой вариант, он более воспринимается серьезнее, чем вариант с голосом такой, как вот написал нам эмоциональный трейдер, что похож на Масяню. Когда будет новый бот для бинома, который будет ставить по сигналам buy или sell с MT4, и будет ли вообще такое? Не знаю, когда оно будет, ребята. Там с MT4 есть некоторые нюансы, некоторые там есть проблемки. Вот с таким, чтобы отправлять сигналы на другой сервер, то есть доступ, чтобы получать доступ с другого сервера, есть некоторые проблемы. Но я, в принципе, нашел выход, там есть возможность отправлять сигналы на почту. В принципе, это прикольно, вы можете настроить сигналы на свою почту, а уже робот сможет с вашей почты их забирать. То есть пришел сигнал на почту, робот получил этот сигнал, забрал с почты, сделал сделку. Главное, чтобы почта работала быстро и хорошо. Это уже лучше не использовать. Я потом это все объясню, как это все сделать, если это будет реализовано. То есть почта, конечно, не Gmail, не Mail, не Яндекс и не тому подобное. Лучше открыть свою почту на каком-то хостинге,
под своим доменом, пусть даже домен 3-го уровня, такая почта будет работать намного исправнее. Но это все будет в дальнейшем. Под папу трейдера закосил. Но я здесь ответил, что в принципе я не знаю, даже я ни разу не видел видео такого папы трейдера и так дальше. Со своим голосом лучше. Но это написал один человек. Олег Мирка написал, что со своим голосом лучше. В принципе, хотя бы одно мнение есть, и я к нему прислушаюсь. Поэтому сейчас это видео уже с моим голосом. Стрим будет на реальном счете? Да, конечно, на реальном. Я на демо-счету не записываю видео. Если вы видели, то есть я вошел в свой аккаунт на платформу Binomo при вас. То есть, видим, я переключаюсь между балансами, да, учебным счетом и реальным счетом. Также я могу и сейчас еще раз обновить для вас страницу. То есть все видно, что это реальный счет. Одного не видно, что здесь не пишет Антон Белоус, потому что я немножко уменьшил окно. Сейчас я его увеличу. Вот, сейчас все видно. Ну вот, был сигнал. И вот, как я и говорил, что мы сходим примерно сюда и вернемся обратно. Ванга. Вот мы сходили в эту область и вернулись обратно. И на М1 мы видели прекраснейший паттерн на повышение. Но мы его пропустили, потому что я с вами беседовал. Здесь что-то интересное рисуется, но пока что я таких четких сигналов на вход против тренда я не вижу. Если они есть какие-то паттерны, я на них внимания не обращаю сильно, потому что у нас тренд восходящий. Нужен такой хороший, отличный паттерн, и чтобы он был возле какого-то интересного уровня, чтобы пойти против тренда. В принципе, 2 сделки мы сделали. Я вам некоторые нюансы объяснил. Здесь у нас я предсказал разворот цены от этого уровня. Ну, может, кто-то из вас подумает, что это совпадение, ребята. Но, как говорят, совпадение не думаю. Пошли дальше. Пошли отвечать на комментарии. Привет, ребята, включи его. Мне он нравится, напиши, когда заработает. Были изменения в коде платформы Binomo. Я уже все исправил, и нужные люди уже все для себя сделали. Я в личных сообщениях ВКонтакте отвечал всем. Отвечал практически всем тем, кто задавал такие вопросы, четкие вопросы по делу, а не которые просто писали там, а какой у тебя баланс, сколько ты торгуешь и так дальше. Это все на видео, я всем людям это рассказываю. Вот такие вопросы, как про робота, что он не работал, вопросы, как его лучше настроить и так дальше. На эти все вопросы я отвечаю. Если те люди, которыми я отвечал, меня смотрите, напишите в комментариях хэштег «отвечал». Я буду вам благодарен. Так, для Олимпа получится сделать. Я уже на этот вопрос ответил. Здравствуйте, я просто не понял, когда заходить в рынок после 10 свечей. Можете объяснить без знаков препинания и так дальше? Можете объяснить. Спасибо большое. Не после 10 свечей, а я объяснял это таким способом для того, чтобы вы поняли, на какое время экспирации входить. Потому что 5-минутка это одно время экспирации, а минутка это другое время экспирации. Но я вам не советовал на минутку переходить. Там 5-минутка, 15 минут, 30 минут, на каком таймфрейме вы уже будете торговать. И я это объяснял для того, потому что вы будете, скажем, торговать на 5-минутке, да? Вот предположим, я вам скажу, что время экспирации там нужно, к примеру, на 30-45 час, да, время экспирации. А я это буду рассказывать на 5-минутке. А вы, скажем, построите индикаторы и график на 15-минутке, конечно, там уже время экспирации будет больше. Конечно, там уже время экспирации приблизительно будет до 3 часов. То есть 2-3 часа время экспирации. Это уже разные вещи, поэтому я вам объяснял по свечам. То есть, если получили сигнал, входите на время до 10 свечей. Примерно, можно считать от 6 до 10 свечей. 6 свечей на 5-минутке это 30 минут, 10 свечей это 50 минут. Да? И поэтому я так объяснял, потому что если считать в свечах, скажем, на 15 минутке посчитайте 10 свечей,
10 свечей, это у нас будет 2,5 часа, да? То есть это уже разные время экспирации на разный таймфрейм. Там уже получается, вот как мы видим, 2 часа, 2,5. Вот уже такое время экспирации. Я объяснял 10 свечей для того, чтобы вы поняли, на какое время экспирации именно вам входить на вашем таймфрейме. М5, М15, М30 и так дальше. Понимаете? Индикатор считает то по свечам, а не по времени. Так, что у нас здесь? Пересечение. Остановились. Обратно разворот. Ну да, как мы видим, здесь консолидация. То есть рынок остановился. Пока что входить я бы не советовал. То есть мы остановились. Здесь может быть куча паттернов, куча пин-баров и тому подобное. Но у нас консолидация возле уровня. То есть мы остановились между одним и вторым уровнем. Пока что ожидаем какого-то пробоя, ибо работать будем от границ. Именно вот от этих границ. Это уже будет видно по цене, как она себя будет вести возле этих границ. То есть, как вы видите, я ручками, когда торгую, спокойно сижу в торговле, чистый у меня price action. Я не спешу делать сделки. Я выжидаю каких-то сигналов, и когда у меня, скажем, вот тут не отрабатывает сигнал, я понимаю, я вижу опять какой-то сигнал вот в этом участке, один не отработал, я второй сразу же иду по Мартингейлу, потому что я понимаю, что в любом случае, именно в таких интересных участках сигнал должен отработать. Но это уже с практикой уверенность есть в своих действиях, поэтому я вам постоянно советую, практикуйтесь. Вот, мы здесь уже 2 раза касались на минутке этого уровня, да и здесь видно. 1 раз коснулись, 2 раз. Сейчас будем наблюдать. Может и будем работать сейчас от этого уровня. Так, пошли дальше. Имеет ли значение мощность компьютера при работе на торговой площадке? Конечно, имеет. И большое значение имеет. Потому что весь процесс обработки картинки, да, обработки графика вот этого, рисования и так дальше, это все проходит на клиенте, именно на вашем браузере. Это вся прорисовка происходит. Данные, конечно, данные приходят с сервера, но сервер только отправляет числа, циферки, только числа. Много интернета для этого не нужно, чтобы, то есть сверхскоростного интернета для того, чтобы получать чисто данные, циферки, да, не нужно. Но вот компьютер более-менее мощный нужен, потому что прорисовка платформы у вас будет виснуть, будет медленно ходить цена, замедляться, так будет прыгать, то отсюда сюда, то отсюда сюда, и вы не будете понимать, что это такое. Это платформа глючит или мой компьютер, а скорее всего это глючит компьютер. Он не может выдать хороший FPS, да, прорисовки этой картинки. Думаю, многие из вас играют в игры и так дальше, вы знаете, что такое FPS. То есть и именно это играет большую роль. Скажем, если FPS будет 60, да, это будет отличный результат для торговли. То есть все будет четко, красивенько ходить, вы будете все видеть в реальном времени, и у вас не будет как таковых каких-то серьезных глюков. А если у вас FPS покажется примерно там, не знаю, 10-15 кадров, да, ну это, конечно, будут такие глюки, как ибо с замедлением очень сильным цены, ибо она будет прыгать отсюда сюда, и вы будете писать брокеру, что у вас глючит платформа, а на самом деле это глючит ваш комп. Потому что вся прорисовка вот этого графика происходит у вас на компьютере посредством Canvas на клиенте в браузере. Думаю, на этот вопрос я вам ответил. Благодарю за робота. Спасибо и вам. Хорошее дополнение, и вы первые, которые сделали это удобные дополнения. Есть пару хороших идей. Ну и дальше я эти идеи читал. В принципе, нормально. Я их взял себе на рассмотрение. Привет, стратегии вроде неплохие. Может, сделаешь их со стрелками и звуком? То есть вы имеете в виду для МТ4 сделать эти стратегии, сделать для них, объединить их в одно, так скажем, сделать какой-то один индикатор на основе этих стратегий, ибо советник, который будет выдавать сигналы, да. В принципе, это возможно. Ну, это опять все
упирается в время. Это сделать, как для меня, это сделать не сложно, но по времени это будет затруднительно. Спасибо большое, очень хорошие стратегии, надо будет ими воспользоваться. И очень доходчиво все объяснил. Спасибо и вам. Я рад, что я смог до вас донести. Когда-то упоминали про объемы. Хотели рассказать, но не рассказали, что это. Это объемы ордеров. Посмотрите в интернете про стаканы цен, про объемы, про ордера, лимитные, рыночные, вы все поймете. Ну вот я думаю, на этом остановимся. В следующих видео я уже более подробнее остановлюсь на самой торговле, то есть не на ответы на комментарии, а посвящу уже в следующих видео именно на торговлю. Буду вам объяснять уровни, price action, пин-бары, паттерны, которые я для себя определил и так дальше. Надеюсь, что я смогу многих из вас хоть немного подвинуть к уже такой спокойной, умеренной, серьезной торговле. Без эмоций, без порыва заработать здесь и сейчас. Такого не бывает, ребята. Нужно работать, вкалывать, следить, глаза пухнут. Да, жопа деревянная и так дальше, но если вы хотите заниматься этим делом, вам придется на это согласиться. Так что я надеюсь на то, что я также привяжу вам любовь к price action, не к индикаторам разным и тому подобное. Да, я показываю вам стратегии индикаторные и так дальше, потому что есть слои, которые уверены в индикаторах и по ним хотят торговать. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Я еще вам и дам некоторые стратегии по индикаторам, которые заслуживают внимания. Буду вам их находить на форумах и так дальше. Но все-таки я надеюсь, что многие из вас поймут, что я именно хочу до вас донести и почему я вам хочу, так скажем, даже не навязать, а посоветовать работать напрямую с ценой, то есть торговать по price action и не забивать голову всяким мусором. В следующих видео я постараюсь много из того, что я знаю, вам показать, объяснить. Будем входить в сделки. Как мы знаем, после 1000, если вы смотрели описание о канале, вы должны знать, что после 1000 подписчиков я буду делать прямые трансляции, где я буду торговать, а вы сможете и за мной повторять мои сделки. Но до того времени я хочу вас подготовить и некоторые фишки, которые я знаю по price action, вам показать, и чтобы вы уже были подготовлены. Ну и так дальше. Думаю, это всем понятно. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк, ребята. Я пошел немножко поторгую, отведу душу, посмотрю. То есть сейчас очень интересная консолидация. Можно поработать от границ консолидации, конечно, по паттернам и так дальше. Ну и дальше уже по состоянию рынка все будет видно. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Учитесь, торгуйте. Не забивайте голову всяким мусором. Всем до новых встреч!